Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Сегодня хочу вам показать моего мышонка по имени Мышаня. Рост его 16 сантиметров с ушками. Для его вязания я использовала только два цвета пряжи – розовый и серый. Глазки сделаны из фетра и приклеены к игрушке. Бровки и ротик вышиты черной пряжей. Ножки, тело и голова связаны как одна деталь, а ручки при этом ввязаны в тело. Пришивных деталей всего 3: хвостик, ушки и носик. Это должно обязательно понравиться тем, кто не любит пришивать детали к игрушке. В первом видео я вам покажу, как связать ножки и тело одной деталью, а также как ввязать ручки. Во втором видео вы увидите, как вяжется голова и ушки. Ну и в третьем видео мы закончим мышонка и свяжем носик, хвостик, а также оформим глазки и вышьем бровки и ротик ему. Если вас заинтересовала моя игрушка, давайте вязать вместе. Для работы нам понадобится пряжа 3 цветов. Основные цвета серый и розовый, и дополнительный цвет черный. Совсем немного для вышивания бровей и ротика. Пряжа у меня Yarn Art Ideal. Это 100% хлопок, метраж 50 грамм на 170 метров. К этой пряже подходит крючок 2 мм. Если вы хотите получить глазки такие, как у моего мышонка, то вам потребуется фетр 3 цветов. Белый, голубой и черный, а также клей Момент Кристалл, прозрачный клей. Этим клеем мы будем склеивать детали глаз вместе, а потом готовый глазик приклеим к игрушке. Еще нам понадобится картон. Берите поплотнее, он необходим для основания головы. Ну и набор инструментов: игла для сшивания деталей вместе, ножницы, набор английских булавок, палочка для набивания наполнителем, а наполнитель у меня синтепух. Итак, приступим. Сначала свяжем ручки. Так как мы их будем не пришивать к телу игрушки, а ввязывать в него, то нам необходимо приготовить ручки заранее, чтобы не обрывать ниточку в процессе вязания тела. Вот одну ручку я уже связала, кончик ручки розового цвета, а затем идет основной серый цвет. Вяжется очень быстро и просто. Ничего сложного в вязании ручек нет. Берем пряжу розового цвета и делаем кольцо амигуруми. Я это делаю следующим образом. Накидываю пряжу на палец, беру крючок, делаю воздушную петлю, чтобы зафиксировать кольцо. Теперь, не снимая кольцо с пальца, я провязываю в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем затягиваю кольцо так, чтобы не было отверстия. Связали первый ряд. Второй ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Делаем 1 столбик без накида. Далее вяжем прибавку. Она делается следующим образом. Провязываем в следующую петлю 1 столбик без накида и в эту же петлю предыдущего ряда 2 столбик без накида. Получилась прибавка. Продолжаем вязать второй ряд. Теперь вяжем этим розовым цветом 3 ряда по 9 столбиков без накида в каждом. Последний столбик 5-го ряда провязываем не до конца. Захватываем ниточку
и останавливаемся для того, чтобы сменить цвет на серый. Берем пряжу серого цвета и ею довязываем столбик без накида. Вот таким образом мы поменяли цвет на серый. Теперь обрезаем ниточку розового цвета, она нам больше не пригодится. И вяжем 10 рядов по 9 столбиков без накида уже серой пряжей. В конце 6-го ряда можно приостановиться и связать 2 хвостика серого и розового цвета друг с другом на узелочек. Вот так. Чтобы они не мешались, хвостики спрячем внутрь детали. Продолжаем вязать. В конце делаем соединительный столбик в первую петлю последнего ряда, обрезаем ниточку, набираем воздушную петлю и пропускаем сквозь нее нить, затягиваем, получился узелочек, зафиксировали мы ниточку. Вот такая ручка получилась. Теперь необходимо набить ее наполнителем. Набиваем не очень плотно. Вот таким образом у нас получилось 2 ручки. Теперь займемся ножками. Первую ножку я уже связала. Вот так она будет выглядеть, как и ручка. Кончик розового цвета, а затем серого. В конце я сделала, как и у ручки, соединительный столбик, набрала воздушную петлю и сквозь нее пропустила нить, сделав узелочек, зафиксировав ниточку. Свяжем вместе вторую ножку. Берем пряжу розового цвета, делаем кольцо амигуруми. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. Второй ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Теперь вяжем 2 ряда по 9 столбиков без накида в каждом. Последний столбик 4-го ряда провязываем не до конца и меняем нить на серую. Ниточку розового цвета обрезаем. Продолжаем вязать. Вяжем 5-й ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Уже делаем это пряжей серого цвета. Провязав этот ряд, как и в случае с ручкой, необходимо связать 2 хвостика вместе и спрятать внутри детали. И продолжаем вязание.
Вяжем 2 ряда по 12 столбиков без накида в каждом. Все, связали вторую ножку. Ниточку в этом случае не обрезаем. Будем продолжать вязание. Теперь у нас есть 2 ножки. Будем их объединять и вязать тело. Счет продолжаем. Ножки имеют 7 рядов. Вяжем 8 ряд. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И соединяем со второй ножкой. По ней провязываем 12 столбиков без накида. Причем первый столбик без накида вяжем в соединительную петлю первой ножки. Дошли до цепочки из 3 воздушных петелек. Вяжем 3 столбика без накида по одной стороне этой цепочки. Подошли к другой ножке. По ней тоже провязываем 12 столбиков без накида. Подошли к воздушным петелькам. По второй стороне цепочки из 3 воздушных петелек вяжем 3 столбика без накида. Все, связали 8 ряд. В нем у нас должно было получиться 30 столбиков без накида. Теперь вставляем нить контрастного цвета. Она нам будет нужна для того, чтобы не запутаться в рядах тела. И теперь вяжем 9 ряд, 30 столбиков без накида, без изменений. Связали 9 ряд. Теперь вот этот хвостик от первой ножки необходимо вывести наружу. Если у нас образуется отверстие между ножкой и телом в дальнейшем, мы этим хвостиком зашьем его. Если отверстия не будет, то мы его просто опять спрячем внутрь. Теперь вяжем 10 ряд. 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Перекидываем контрастную ниточку. Теперь вяжем 6 рядов по 36 столбиков без накида в каждом.
17 ряд, 10 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Убавка – это 2 столбика без накида, провязанные как один. Делается это следующим образом. Вставляем крючок в первую петельку предыдущего ряда, захватываем рабочую нить, вставляем во вторую петельку предыдущего ряда, захватываем рабочую нить и протягиваем нить через все петли вместе. Это и есть убавка. Продолжаем вязать этот ряд. Восемнадцатый ряд, 33 столбика без накида подряд. Девятнадцатый ряд, 9 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Двадцатый ряд, 30 столбиков без накида подряд. Двадцать первый ряд, 8 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Двадцать второй ряд, 27 столбиков без накида. Двадцать третий ряд, 7 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Двадцать четвертый ряд, 24 столбика без накида подряд. В 25 ряду будем ввязывать руки в тело. Сначала делаем 6 столбиков без накида, чтобы дойти до бока тела. Теперь присоединяем ручку к телу и вяжем за оба края 4 столбика без накида, продевая крючок через петли ручки и тела одновременно. Причем начинаем это делать с соединительного столбика ручки. Вот так мы присоединили ручку к телу.
Теперь вяжем 8 столбиков без накида по телу, чтобы дойти до другого бока игрушки. И начинаем ввязывать вторую ручку. Опять-таки вяжем 4 столбика без накида за оба края, продевая крючок через петли ручки и тела одновременно. Причем опять же начинаем это делать с соединительной петли ручки. Ввязали вторую ручку. Заканчиваем этот ряд, делая 2 столбика без накида. Проверяем, ровно ли у нас расположены ручки. Вот как должно быть. Если у вас ручки расположились кривовато, распустите этот ряд и передвиньте ручки на пару петель вправо или влево. Вяжем 26 ряд, 6 столбиков без накида. Подошли к первой ручке, по ней провязываем 5 столбиков без накида. Теперь вяжем 8 столбиков без накида по телу. Подошли ко второй ручке, вяжем 5 столбиков без накида по этой ручке. И нам осталось провязать 2 столбика без накида. Вот как получилось. 27 ряд. Вяжем 7 столбиков без накида. Делаем одну убавку. Теперь вяжем 12 столбиков без накида. И еще делаем одну убавку. И довязываем этот ряд, делая 3 столбика без накида. Все, мы окончательно ввязали ручки. Вот эти ниточки, хвостики от ручек нам пригодятся, когда мы набьем тело. И если у нас образуется тут отверстие, зашьем с помощью иглы и хвостика дырочки. На этом этапе можно набить тело наполнителем. Набили тело наполнителем, вот такое оно получилось. Особое внимание уделите ножкам, и необходимо донаполнить ручки.
На этом сегодня все. В следующий раз мы с вами продолжим вязать мышонка и свяжем голову и ушки для него. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием! До новых встреч!